Монитор с отличной цветопередачей, возможностью крепить его к весокронштейну, двумя мидами подключения, таких как HDMI VGA, сертификацией TVU Low Blue Light, яркостью в 300 нит, частотой обновления экрана в 75 Гц с приятным дизайном и качественными материалами. Но не буду тянуть, и сейчас я вам расскажу, как же на самом деле дела обстоят у монитора под названием Xiaomi Redmi Display 21,45 дюйма RMMNT 215NF. И помним, разумеется, это все дело максимально выгодно можно всегда приобретать. Redmi мониторы продаются даже игровые всегда за копейки. Поэтому не будем внимания обращать на то, что нам обещает производитель. Полетели. Всем привет, вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, я с вами буду обозревать монитор. Насколько он хорош, что с ним делать, куда с ним бежать. Это Redmi, максимально дешевый, но вопрос дня, если его прислали, обратите внимание на целостность пломбы, товар не вскрывался, то это отлично, потому что видно, что его вскрывали перед тем, как наклеить эту пломбу. А этот монитор обошелся мне, по-моему, в 1006. Насколько можно им пользоваться и можно ли, вы узнаете в ролике. По зарядке вообще все выглядит более чем прилично, она небольшая, пусть и китайская вилка. Стойка и сам монитор а-ля иметь второй моник. Ну или у кого прям все совсем печально, то, конечно, первый, потому что ничего плохого в том, чтобы иметь монитор с VGA входом, с HDMI, физической кнопкой включения и вот такой вот великой ужасной штучкой стойкой нету. Только вот нижнюю часть еще найти. Документация. Да они даже HDMI положили, по сути. Сейчас проверим с HDMI на что здесь кабель. И, по-моему, здесь еще должен быть, наверное, болтик 2. Такой масюсь. Так непривычно после всех этих 30-дюймовых мониторов. Держится, стоит. HDMI на HDMI. Ну, главное, не NDP, потому что было бы странно. По всем остальным характеристикам вы все узнаете в ролике. Смотрим. В CityLink супер акция. Смартфоны с отличной скидкой. Redmi Note 11s цена вместо 25 990 рублей сейчас 18 990 рублей. В нем профессиональная камера на 108 мегапикселей, экран AMOLED Dot Display Full HD+, 90 Гц, быстрая зарядка на 33 Вт и емкий аккумулятор на 5000 мАч. Ну а главное здесь, разумеется, привлекательный дизайн, отличные показатели в синтетических тестах и великолепные материалы. А еще появилась скидка на смартфон Redmi Note 11. Цена вместо 19 900 рублей сейчас 13 990 рублей. В нем AMOLED Snapdragon 680, передовой экран AMOLED Dot Display 90 Гц, 4 камеры с искусственным интеллектом, основная на 50 мегапикселей, быстрая зарядка на 33 Вт, емкий аккумулятор на 5000 мАч, разумеется, звучание стерео с двумя динамиками. На оба этих смартфона у меня есть полноценные обзоры на канале с примерами фото и видео. И я вас уверяю, они отличный выбор для всего. Начиная от серфинга в интернете, просмотра видеоигр и заканчивая съемкой. Оба смарта просто отличное решение для подарка рядом с домом и с гарантией. Ну а сам CityLink особо представлять нет смысла, с ним и так все знакомы, ведь это приятные цены и широкий ассортимент всех возможных типов товаров. И эти смартфоны только малая часть того, что они предлагают. Главные преимущества у них, разумеется, приятные цены и широкий ассортимент. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. В прикрепе 2 моих телеграм-канала. Основной — это телеграм-канал взаимопомощи, нас там 14 тысяч человек, и телеграм-канал скидок, нас там 82 тысячи человек. Постю только полезное и интересное. Плюс, разумеется, делюсь с вами там иногда новостями. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к монитору. Полетели. Поставляется данная модель только в черной расцветке. Дизайн лично мне очень понравился, так как он минималистичный. Без лишних деталей, ко всему корпус выполнен из прочного пластика с зернистой поверхностью. Сборка не порадовала, так как в нижней части экран не зафиксирован, все прогибается, а остальные части монитора в целом собраны неплохо. Вес монитора составляет 2,5 кг, размеры 28,5 на 49,5 см. Высота с подставкой 37,5 см. Подставка не скажу, что большая, ее габариты 18,5 на 16 см. Монитор довольно тонкий, с прямыми гранями. Его толщина верхней части монитора 13 мм, в нижней 30 мм. Верхняя и боковые рамки
рамки имеют приемлемую толщину в 3 мм. Нижняя вставка в 15 мм, на ней даже лейбла нет. Рамки у матрицы также есть по 5 мм. Далее подставка удобная, и на нижней части расположили 4 прорезиненные ножки. Под весом монитора он не скользит, по высоте монитор не регулируется, как и повороты по бокам. И регулировка наклона небольшая, но в целом доступного угла для повседневного использования по мне с головой. Ко всему этому данный монитор можно, разумеется, прикрутить к VESA-кронштейну. Да, его нужно докупать отдельно, но круто, что данная возможность есть. Места соединения выполнены из металла. На корпусе расположили светодиодный индикатор, краткую информацию, название модели, надпись с тиснением Redmi и Design by Xiaomi. Далее есть разъем для питания DC, VGA разъем, один HDMI разъем, кнопка джойстик. С ее помощью мы можем перейти в меню с настройками монитора. Изначально меню на китайском языке, но доступен английский перевод. Разумеется, есть глобальная версия данного монитора, но у меня китайская. В нем есть раздел с входами, настройки и быстрая смена режимов цветопередачи. В меню имеется настройки цветопередачи, режим DSR, настройка быстрых команд и так далее. Аудиоразъема на 3,5 мм нет, к нашему сожалению, как и встроенных динамиков или микрофона. Блок питания внешний не встроенный. Длины кабеля от блока питания по мне достаточно, потребляемая мощность максимум 24 Вт. Летим дальше. Экран с диагональю 21,45 дюйма. Тип ЖК-матрицы TFT с разрешением 1920 на 1080 Full HD. Глубина цвета 8 бит, соотношение сторон 16 к 9. Угол обзора 178 градусов. Цветовой охват 72% NTSK и 100% sRGB. Сертификация TUV Low Blue Light имеется, значит защита зрения от синего цвета есть. Яркость 300 нит. Экран матовый, бликов, разумеется, нет. Но если присматриваться, то можно увидеть на краях монитора глянцевую часть экрана. При прямом попадании света на экран мне лично яркости хватает. Освещение равномерное, во всяком случае зрительная яркость по всей площади экрана одинаковая. Частота обновления максимум не 60 Гц, а 75 Гц, что неплохо прям. Далее, цветопередача меня порадовала, так как для обыкновенных несложных задач в фотошопе или работ с фото, в принципе, данный монитор показал себя хорошо. Но мне пришлось подкручивать цвета, так как в стоке он был тусклый. Черный был серым, цвета ненасыщенные, и, разумеется, вы понимаете, что из этого выходит. После чего я все подкрутил, и цвета стали более естественными. Не тусклые, черный есть черный, остальные цвета также выглядят отлично. Данную модель можно без проблем использовать в домашних условиях или в офисе. По тестам вы и сами можете наблюдать, как монитор Redmi справляется с различными оттенками цветов, градациями черного к белому, как отображаются текста, насколько четкая картинка и все подобное. Разумеется, передать полноценно весь спектр цветов через камеру и YouTube не получится, но если бы действительно были явные недостатки в цветопередаче или подсветке, это было бы заметно даже невооруженным глазом даже в YouTube. Также я играл на данном мониторе в различные игры. Конечно, это не игровой монитор, но в целом играть можно. Я не заметил никаких проблем, играя в Resident Evil или Evil Dead или в тот же Stray. Все более чем приемлемо. Летим дальше. Минусы. Мало разъемов, нет встроенных динамиков и микрофона, нет возможности регулировать экран поворотами по бокам, сборка. Цена по ссылке в описании к видео тоже иногда не радует, но опять же, если ловить скидки, она будет радовать очень сильно. Именно поэтому я вам в принципе о нем и рассказываю. То есть это монитор по цене половины дешевого смартфона. Не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи и телеграм-канал скидок. Резюмирую. Монитор Xiaomi Redmi Display 21,45 дюйма RMMNT 215NF. Неплохой выбор как для небольшого монитора для использования в домашних условиях, так и в офисе. Ко всему ему можно использовать как дополнительный монитор сбоку, повесив его к кронштейну. Разумеется, цветопередача не такая отличная, как в более дорогих мониторах, которые использую я, но лично мне удобно использовать его как доп-монитор для текстовой работы. Подписывайтесь на канал с колоколом, пишите, что вы еще хотели увидеть на обзор. Все, кто оставит любой комментарий больше 5 слов, огромное спасибо, знайте, что вы помогаете проекту. Девайсу от меня однозначное да, это, к слову, уже не первый монитор Redmi, который я себе покупаю. Добра и удачи вам, дорогие друзья!